Всем привет! Сегодня модель немецкого самолета времен Второй мировой войны Мессершмитт 262. Неофициальное название Швальбе, ласточка, использовался для истребительного варианта, и Штурмвогель, буревестник, для истребительно-бомбардировочных вариантов этого самолета. Является первым в мире серийным турбореактивным самолетом и первым в мире турбореактивным самолетом, участвовавшим в боевых действиях. История создания реактивного самолета в Германии родилась практически одновременно с началом разработки турбореактивного двигателя. В октябре 1938 года по заданию Рейхсминистерства авиации на фирме Мессершмитта было начато проектирование экспериментального самолета для летных испытаний турбореактивных двигателей фирмы BMW с тягой 600 кг. Эти двигатели компания BMW обязалась поставить до конца 1939 года. Аналогичные работы также велись на фирме Henkel, но создаваемый ими самолет не смог конкурировать, и в 1943 году работы по нему были прекращены. Планер нового самолета был собран весной 1941 года. Однако пригодных двигателей фирмы BMW задерживался. Не дожидаясь их, самолет Мессершмитт 262 был собран с обычным поршневым двигателем, установленным в носовой части. Весной 1941 года такой вариант самолета совершил свой полет. В ноябре 1941 года на завод фирмы Мессершмитт поступили двигатели BMW и были установлены на экспериментальный вариант самолета. И в 1942 году вариант самолета с одним поршневым и двумя турбореактивными двигателями совершил свой первый полет. В этом полете оба двигателя отказались, но предусмотрительно не снятый поршневой двигатель остался работать, и благодаря ему самолет совершил удачную посадку. Разработанные для самолета двигатели фирмы BMW оказались слабыми по тяге. В результате от них пришлось отказаться, и были установлены двигатели фирмы Junkers Юма с большей тягой. 18 июля 1942 года с новыми двигателями Junkers был первый пробный полет, но вопреки расчетам выяснилось, что руля высоты не хватает для поднятия хвоста самолета. Аварию удалось избежать благодаря экстренному торможению. Поднять машину удалось лишь со второй попытки, причем для поднятия хвоста использовали неожиданный прием. При достижении расчетной скорости летчик слегка нажал на тормоза, создав пикирующий момент, а затем ускорялся. После первого вылета летчик отметил, что управляемость машины по сравнению с предшественниками заметно улучшилась. По многим характеристикам новая машина оказалась лучше. Скорость более 800 км в час, что на 150-300 км в час выше, чем скорость тогдашних истребителей и бомбардировщиков. Также была высокая скороподъемность, а также возможность вертикального набора высоты. В управлении машина была значительно легче, чем массовый Мессершмитт BF-109. Но Мессершмитт 262 уступал традиционным самолетам в радиусе виража и в разгонных характеристиках. Также он очень дорого стоил, в 5 раз дороже, чем обычный Мессершмитт BF-109. Но в плане топлива Мессершмитт 262 был более экономичный, использовал керосин, либо даже дизельное топливо вместо высокооктанового по тем временам авиационного бензина.
1943 году ситуация в воздухе и на фронте изменилась. К этому времени Люфтваффе уже не представлял собой такую угрожающую махину, как в начале войны. Германия стала терять преимущество как в качественном, так и количественном плане. Превосходство в воздухе было потеряно. Высшее командование с подачи фюрера вновь заинтересовалось Мессершмитт-262. Однако теперь Гитлер увидел в этом самолете не истребитель, а скоростной бомбардировщик, который был бы способен сорвать наступление в самой начальной фазе. Этот самолет хоть и был способен нести бомбы на внешней подвеске, но из-за конструктивных особенностей не мог быть оборудован бомбовым прицелом с нижним обзором. В этой ситуации решение Гитлера воспринято было как абсурдное, и командованием Люфтваффе было проигнорировано. Разработчики также не предприняли никаких шагов для проектирования бомбардировщика. Программа производства и испытаний самолета осталась без изменений. Самолет был спроектирован максимально технологичным, чтобы в условиях войны мог производиться дешево и массово. Использовались обычные алюминиевые сплавы, сталь, клепка, по возможности шла по прямой линии. Многие конструктивные элементы были упрощены, широко использовались литье и горячая штамповка. Достижению технологичности производства способны не слишком строгие весовые ограничения проекта. Вооружение самолета представляло собой 4 30-мм пушки, расположены одна на другой. Нижние имели боезапас 100 патронов на пушку, верхние 80. В варианте бомбардировщика устанавливались вот в этом месте 2 бомбы, а количество пушек сокращалось до 2. После Великой Отечественной войны трофейные Мессершмитт-262 скрупулезно исследовали авиаторы стран-победительниц. Так в СССР даже рассматривалась возможность выпуска серий таких самолетов. Нарком Шахурин предложил начать серийное производство захваченного немецкого истребителя на одном из совещаний у Иосифа Сталина. Однако против этой идеи выступил авиаконструктор Яковлев. Он заявил, что Мессершмитт-262 сложен в управлении и неустойчив в полете, а также обладает плохими взлетно-посадочными свойствами. Зато в Чехословакии собрали несколько Мессершмитт-262 как в одноместном, так и двухместном варианте. В бомбардировочном варианте вот на месте этих ускорителей устанавливается 2 бомбы. Ну, соответственно, отверстие фюзеляжа для пушек надо будет зашпатлевать. Также при создании трехстойчатого варианта баланс нужно будет перенести, центр тяжести нужно будет перенести вперед для изменения развесовки, иначе будет вот так вот заваливаться, ну, при помощи каких-то дополнительных грузов.